Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня очередной хобби-влог. Не так уж много осталось до конца месяца. Доделываю работы. Ну и хочу немножко показать, что сегодня делаю, чего не делаю. В общем, поболтать с вами, скажем так. Раскрашиваю цветочные феи. По-моему, Сесиль Бейкер, если не ошибаюсь, иллюстратор, но могу ошибаться. Да, Сесил Мэри Беккер. Обожаю эту раскраску, но как-то у меня с ней, знаете, в последнее время мне очень она нравится. Я бы с удовольствием здесь красила и красила. Но всего, по-моему, если не ошибаюсь, у меня здесь только 3 работы. Как-то не успеваю все сделать здесь. Да. 3 работы. Получается, где-то вот потерялась еще одна. В общем-то, вот раз, два, ну и где-то самая первая работа, моя любимая. Очень она мне нравится, очень удачно вышла. В общем, не знаю, я прям долго с ней сидела, не один день. Вот такая вот. Ну, собственно говоря, раскраска очень красивая, раскраска очень классная. И, в общем-то, иллюстрации здесь очень красивые, проработанные. Достаточно, да. Не знаю, как здесь может получиться что-то некрасивое. Бывают, конечно, моменты, вот как здесь с птичкой, не совсем заладилось. В данном случае в общем, под воду как-то не очень. Эти странички, бумага. Я брала акварель, собственно говоря, не акварель, а карандаши акварельные. Прошу прощения. В общем, я что расчихалась. Я брала не акварель, я брала акварельные карандаши и кисточкой, да, с карандаша брала цвет и наносила. Не очень ровно ложилась, начала разносить водой. Знаете, кисть резервуаром. Ну, в общем, я не знаю, видно. Ну, да видно по-любому, наверное, что не очень-то хорошо это все дело легло. Ну, да ладно. Буду знать. Это тоже опыт некий. И что? Ну, собственно говоря, карандаши тоже что-то. Или это от воды бумагу натрудил, или что-то с карандашами тоже не заладилось. В общем, я попробовала еще раз красить шарик. Вот. Второй тоже начала красить. Не очень как-то хорошо ложится. Но я его еще не докрасила. Здесь просто решила пока раскрасить и посмотреть, что получится в конечном результате. Нанесла сюда вот эти глиттеры, мне присылала Ира. Вот такой вот от луча. Гель с блестками. Такой вот, видите, он всеми цветами радуги. Прям вообще прелесть. Переливается. Давно я их не использовала, поэтому, ну, сейчас Новый год. Сейчас как раз то время, когда, как Ира любит говорить, Ира, привет тебе, блесток много не бывает. Ну, вот в данном случае, да. Здесь прям как никогда. Ну, и гель просто шикарный, блесточки, монохромят. Мне нравится всеми цветами. У меня были цветные с Фикс-прайса, не поверьте, один, ну, пустой внутри оказался, высох. Все вроде нормально, а голубой самый такой, казалось бы, красивый, тоже можно было бы использовать, но он оказался тюбик пустой. В общем, все, что с Фикс-прайса, чуть-чуть и бац, и пустое, к сожалению. В общем, ладно. Раскрашиваю. Что-то шариками мне не заладилось, переключилась на феечку. Не знаю, насколько удачно она у меня получается, потому что здесь нет затемнений, ничего нет. То есть приходится самой. Не скажу, что совсем уж довольна, как получается. Ну, в любом случае, новогодняя сказка нравится. Ну и, как я уже сказала, я еще крашу. Поэтому вот как-то так получается. Продолжаю свой хобби-влог. Я надеюсь, вам хоть немного, но видно все-таки. Раскрашиваю, решила пораскрашивать в Мариоле Будек. Раскрасила, как и хотела, девушку с длинными волосами. Вот такая она у меня получилась. Не знаю, еще, может, что-то буду дорабатывать. Плюс фон. Пока не определилась, какой ей сделать здесь фон. Вот такая вот девица получилась. Мне нравится. Я часто видела у девочек тоже
разнообразные волосы цветные. Мне захотелось попробовать, поэкспериментировать. Я надеюсь, получилось. Можно, конечно, какие-то пряди прям совсем выбелить, взять, я не знаю, или ручку, или гуашь, что-то прям сильно белое, потому что карандаш, смотрю, не очень-то. Ну, не знаю, думаю пока. Единственная проблема, муж говорит, все сливается. И кожа, и волосы. Ну, в общем-то, ну, не знаю. Мне нравится. Она такая вот нежная. Даже губы, наверное, темноватые сделала все-таки. Нежная такая получилась девочка у меня. Ну, и так как я ее достаточно быстро сделала, все-таки решила начать эту, как и хотела. Девушку, что они у меня все с закрытыми глазами в этот раз. Не знаю, получится, не получится, и что у меня из этого получится. Здесь уже я пока не определилась ни с волосами, ни с чем, ни с одеждой. Вот только начала красить кожу. Ну, кожу я, как всегда, крашу призмой. Бывает лирой, бывает полихромосами. Ну, в данном случае призмой. Они у меня были под рукой, поэтому я начала сразу красить ими. Ну, в целом меня устраивает. Буду красить, не знаю. А здесь уже более такую темненькую будем делать девушку. Не знаю, не уверена. Не блондинкой такой, тем более розовой, конечно, я ее не вижу. Посмотрим. Я пока не определилась. Ну и с фоном я здесь в идеале хотелось бы черный сделать. Не знаю. Буду, не буду. Единственная проблема здесь, видите, как срезана рука у нее. Мне это, конечно, не особо нравится. Ну, никуда не денешься. Будем красить. Вот такие вот сегодня небольшие планы. Если закончу, успею сегодня, то хочу еще пару раскрасок у меня, которые нужно докрасить, доделать на сегодня. Ну, а так не скажу, что грандиозные прям планы. Я показывала у меня в маленьком... Ой, в маленьком пенальчике здесь были... Я поскладывала акварельку от Ван Гога интерферентную и сумеречную эту акварель. Ну и как раз у меня получилось 6 штук. 3 таких, 3 таких. И здесь они так хорошо прям зашли. И здесь пару кувет обычной акварели от Ван Гог у меня было. Полупустая вот этот вот пенал. А в китайской акварели у меня такие же маленькие полукуветы были. Вот видите, с перламутровой акварелькой. И приходилось огромную эту коробку с акварелью доставать ради пару вот этих перламутровых акварелек. Ну и, в общем, пока у меня от Ван Гога почти, видите, тут сколько? Так, раз, два, три, четыре, 5 штук, да? Да, только 5 акварелек. Я пока сюда сложила все вот эти вот китайские. Ну, потом уберу их на свое место, потому что в целом я очень редко беру перламутровый. Но сейчас новогодние праздники, ну и понятно, перламутр как никогда в тему. И чтобы они у меня под рукой были, я их сюда положила. И как раз у меня под рукой теперь все удобно, удачно лежит. Ну и не надо доставать огроменный пенал. Вот такой у меня день сегодня ленивый на улице. Потеплело у нас неплохо, но метель, все замело, все в снегу. Ну, это я тут стеркой все намусорила. Ну, это не мусор, не бардак, это у меня творческий беспорядок. Я обычно, когда заканчиваю рисовать, я все убираю на столе. Ну, вот если я рисую, вообще каждый вечер, независимо, закончила я или нет, я убираю на столе. Но сегодня вот что-то... Я вчера как легла спать, не стала даже ничего убирать, ну, потому что не доделала ничего. Так что буду доделать, а потом уже убираться. Вдруг кого-то волнует, а то бывает, пишут, уберитесь на столе. Часто у некоторых девочек читала в комментариях. Так, ну и купила, единственная еще покупка, купила вот такие цветные, ой, прошу прощения, бумагу для рисования. 20 листов цветными карандашами, мелками пастелью, гуашью, там ручкой, тушью. Ну, в общем, вот такие вот смешные зайчики тут на самой упаковке. Это у нас 200-граммовая, да.
200 грамм бумага, 200-граммовая, господи, я сейчас язык сломаю. Это, кстати, тоже Бруно Висконти, как и прошлое. Единственное, та была акварельная, здесь для цветных карандашей, тоже 20 листов. Так, 20 листов для творчества. Формат 210 на 297, ну, я думаю, А4 стандартные. Что еще? Сделано в России, кстати, город Кострома. Ну, а, собственно говоря, больше ничего. Вот. Ага, ага. Откуда Бруно Висконти, конечно, в Костроме. Это, конечно, интересно. Так, ну что, ну, я так предполагаю, 200 грамм. Не знаю, что здесь. Непонятно. Нормальная бумага. Я не стала брать слишком толстую. Она не толстая, не тонкая, нормальная. Белая. Чистая такая вот гладненькая бумажка. Я решила в этот раз другую вот сделать раскрасочку, если получится, то на бумаге для карандашей. То есть предыдущие две я делала на акварельной, покупала акварельную бумагу. В этот раз я решила попробовать сделать, если получится, если будет возможность, распечатать на бумаге для карандашей, потому что здесь будет много... Что-то не пойму, цепляет. Прошу прощения, отвлеклась. В общем, здесь будет, предполагается, как бы, ну, в общем-то, в сиренах тоже портреты, но здесь будут тоже и портреты, и не только портреты. В общем, я решила попробовать сделать с такой бумагой, пораскрашивать. То есть одну я целенаправленно раскраску сделала из полностью акварельную бумагу, полностью под акварель. Мне хочется учиться, тренироваться акварелью раскрашивать. Ну, а вот эту уже я хочу сделать раскраску на обычной бумаге. Не знаю, посмотрим. Ну, и было интересно попробовать вот эту вот бумагу. Вот такие вообще, слушайте, милашки. Во-первых, тоже нужно искать свою бумагу, потому что я даже знаю, даже много слышала, и девчонки говорили. То есть даже бывает, знаете, бумага-то хорошая, но как и карандаши, каждому свое. Поэтому я решила вот еще такую попробовать. Ну, потом буду думать, на чем останавливаться. В общем-то, в магазине выбор огромной бумаги. Ну, я вот сначала пошла по Бруно Висконти. Попробуем, посмотрим, понравится мне, не понравится. Нет, значит, буду другую. Тут один лист бракованный с заломами. Ну ладно, мне все 40 листов-то не нужны, наверное. В упаковках по 20 листов, бывает еще по 10, смотрю. Но мне надо, наверное, не знаю, листов 30 нужно. Я так думаю. Сейчас мы с вами быстро посмотрим. Я надеюсь, что нужно всего лишь... Так, ну, у одной раскрасочки, раз, два, по-моему, 3, 4, 5, 6, да, вот 6 иллюстраций. Ага. Так. И у второй, а во второй, наверное, не помню, то 16, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, да, 16 иллюстраций. Ну и то, пару можно было бы даже откинуть, но оставлю. Темноватые просто. Посмотрим, как это будет на бумаге. Я просто никогда такое тоже не раскрашивала. В общем, да, на одной 16, на другой 4. Ой, 4, прошу прощения, 6. Нормально. Достаточно будет. Можно, в общем-то, их развеять, но я мужу дам, если он согласится сделать мне. Если получится, дам обе папки. А уже что останется, он принесет, можно будет. Ну, или, может быть, добавлю пару иллюстраций, знаете. Потому что у меня будет... Ой, разные иллюстраторы. Дженнифер Зиммерман, да, если не ошибаюсь правильно.
и Энис Гуэра, еще иллюстраторы. То есть как бы иллюстраторы будут разные, если честно. Поэтому, скорее всего, я буду просить его вот эти вот разных иллюстраторов, буду просить его, чтобы он мне, ну, знаете, с двух одну, так скажем, сделал. А там уже как получится. Я раскрашивала, прошу прощения, господи. Я просила его сделать мне что-то, я, слушайте, совсем. Нет, одна папка, не пойму для чего. Для чего она здесь? В общем, я просила его их совместить. Я надеюсь, он совместит, потому что их с двух одну сделать. Я понимаю, что многие так не делают, но дело в том, что мне не нужны. Получается, что мне не нужны. Разве это что-то будет за раскраска из 6 страничек? Пусть уже совместит их. И я не думаю, что это прям такая большая проблема. В общем, прошу прощения, что я прям отвлеклась. Вот. Так что буду делать. Надеюсь, он согласится, потому что уже ругается, психует. Времени нет, возможности тоже не особо всего. Ну, пока эти дни. Будем надеяться, он мне сделает. В общем, если сделает, я вам обязательно покажу. Не совсем для меня стандартная иллюстрация, но тоже такого портретного типа. Не знаю, прям присела я на такие иллюстрации, на такие. Нравится мне красить такого формата. Мария Вола Будек вообще прям меня зацепила. Но, к сожалению, их здесь немного, я экономлю. Но вот все равно, видите, по 2, а то и по 3 иллюстрации в месяц у меня получается. И я боюсь, что мне надолго не хватит этой раскраски, потому что уже, собственно говоря, здесь вот, ну, вот тут неудачный фон, потому что я думала, здесь все-таки акварельная бумага. Не получилось. Ну, в общем, не страшно. Как ни странно, мне даже это нравится. Ну, за исключением возни этой. Вот. Вот тоже была вторая работа. Очень тоже нравится мне. Следующая тоже здесь, по-моему, рядышком. Они все мне очень нравятся. И все, каждая, получаются достаточно красиво. Очень красивые портреты. Эту еще не доделала. Вот. Ну и, собственно говоря, вот это. Каждая по-своему мне прям нравится. Я балдею. С удовольствием раскрашиваю. Поэтому, да, зацепила она меня. И будь моя воля, я бы сидела каждый день, красила, знаете, вот эти вот иллюстрации. Никакие другие. Очень нравятся. И как они вот это вот сзади, спереди, профиль, анфас и так далее. И прически. И мне нравится, как прорисовано у нее, у Мариолы. Немножко странная бумага получается, когда красишь, знаете, как по целлофанке такой ребристый шорхаешь. Но в целом мне нравится. В общем, вот такой получился больше болтологический влог. Буду сейчас заканчивать раскрашивать. Не знаю, успею, не успею до конца месяца ее раскрасить, потому что здесь уже, в отличие от предыдущих, более детальная иллюстрация. Здесь, в общем-то, лицо, волосы и то лицо. Я не стала ее красить особо. Как, наверное, ну, посмотрим, еще не решила. Там просто волосы, лицо. Здесь, видите, деталей достаточно много, поэтому придется повозиться. Ну, а в целом, я не думаю, что очень сильно много времени займет. В общем, не закончу, не успею, значит, буду показывать вам уже в январе. Тем более, что мне хотелось на январь что-нибудь такое вот тоже раскрасить, не знаю. Посмотрим. Или вот такую вот даму с хорьком. О, как раз такой, знаете, чуть-чуть зимний вариант у нее здесь. Вот зимний. Единственное, мех, конечно, немножко смущает. Зимняя пушка такая вот. Поэтому я думаю, что что-нибудь раскрашу. Ну, это тоже нравится, но
Больше, наверное, лето, весна, что-нибудь такое. Можно, конечно, и как зимний вариант. Да, в общем-то, здесь не говорят, что лето, зима. Мы уже решаем сами. Ну и нужно будет, видите, как все отпечатывается. Ну и плюс нужно будет что-то сюда приклеить. Постоянно перегибаю ее. Еложу по столу везде. Все равно, когда красишь, смахиваешь какую-то пыль, это все оседает. Вот видите. В общем, буду сейчас красить. Очень мне нравится эта раскраска. Спасибо Миле, что она мне распечатала, дала возможность попробовать пораскрашивать. Я безумно довольна. Ну и в целом, наверное, имеет смысл купить остальные иллюстрации. Не знаю, попробовать распечатать их тоже, потому что очень уж мне понравилось красить ее. Спасибо, что были со мной, что поболтали. Пишите комментарии. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Рассказывайте, что красите вы. У меня как-то вот, не знаю, я думала зима, буду очень много красить новогоднего. Но, не знаю. Достаю что-то, какой-то новогодний вариант, начинаю его раскрашивать и потом возвращаюсь вот к такому формату. Так что не знаю даже, что и как, почему так происходит. Но вот понравилось. Может быть, просто понравилось красить портреты. И больше сейчас хочется красить их. Не знаю, с чем особо это связано. Но вот пока так. Так что пишите, будет интересно почитать, что вы раскрашиваете сейчас. Интересного, может, шьете, вяжете. Тоже очень интересно. Всех с наступающим Новым годом. Осталось совсем чуть-чуть. Всем хорошего настроения, вдохновения. Ну и встретимся в следующем влоге. Всем пока-пока.